Сегодня мы разберем 407 главу моей Геройской Академии, в которой мы узнаем историю появления антагониста Все за одного и его брата Йоичи. Узнаем, кто был его матерью, как его причуда связана с болезнью и почему вдохновителем ВЗО был именно его младший брат Йоичи. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхву Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 407 глава манги моей Геройской Академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выход глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выход 407 главы. Сегодняшнее повествование начинается с момента задолго до появления причуд в этом мире. Знакомим нас с одной незаурядной проституткой, и именно она является матерью Йоичи и ВЗО. Год назад она заразилась некой болезнью, которая проявилась на ее руке в виде твердых бородавок. Вот только она каким-то образом не заметила, что была беременна двойней на протяжении 8 месяцев, которые все это время высасывали ее жизненные силы. Родились они спустя некоторое время на берегу реки, но сразу же стали сиротами, поскольку женщина умерла при родах. Однако маленький ВЗО был настырным ребенком, и держа за руку своего младшего брата-близнеца, используя шипы, он вскарабкивался на мертвое тело матери для того, чтобы они могли поесть. Что же, я удивлен, что только что родившись, будущий антагонист мог ползать и карабкаться, но все же это было достаточно мило, что мелкий ВЗО не покидал своего брата Йоичи с самого начала их рождения. Но на деле все окажется не так радужно, как хотелось. Также думаю, вы заметили, что хоть они и близняшки, но ВЗО был покрупнее своего брата, а все потому, что находясь еще в утробе, он забирал в себя больше питательных веществ из тела матери, и эта черта, а именно загробастать себе все, стала основой его характера. Также думаю, вы заметили, что мелкий ВЗО использовал шипы. Ранее автор назвал эти твердые бородавки болезнью, но родив детей, данные новообразования исчезли, поскольку ВЗО украл у нее эту болезнь, которая в итоге стала его новой причудой. Все это произошло задолго до появления причуд во всем мире, а значит, Все за одного стал первым, у кого появилась причуда. И это не причуда матери, которую тут автор называет болезнью, а причуда поглощения причуд, поскольку в главе говорится, что он именно что забрал эту якобы болезнь. Кстати, если бы не бурная река в то время, которая, выйдя за берега, смыла детей подальше от этого места, то ВЗО и Йоичи просто бы больше не было, поскольку тогда их могла съесть стая голодных крыс. И только спустя год с появлением светящегося ребенка в мире стали появляться обсуждения тогда еще о сверхспособностях. Ученые изучали этот феномен как неизвестную новообразовавшуюся болезнь, огласив обществу, что сверхспособности — это следствие появления в их теле нового генома, возникшего в результате ответвления от человеческого. Объявление данной информации было слишком безрассудно, ибо эта информация разделила общество как бы на два разных класса, обычных и с особым новым геномом, в результате чего начался хаос, и эти два в скобочках вида начали враждовать друг с другом, показывая нам группу людей, жаждущих кровавой мести над бандой со сверхспособностями. И проходя около промышленного комплекса, они встретили того самого ВЗО, которому эта толпа, хоть им было и жаль этого сироту, но они не подходили к нему, поскольку боялись, что он может быть переносчиком этой новой неизвестной болезни. Однако не успев они отойти, как тут же их тела пронзают шипы ВЗО. Это и есть то самое проявление высокомерия, появившегося у него с самого рождения, поскольку как тогда он забрал себе почти все питательные вещества из тела матери, что в итоге сделало Йоичи маленьким и слабым, то теперь ВЗО считает, что весь мир был создан именно для него одного. А если мимо проходящие люди для него ничего не представляют и не были полезными, то он просто-напросто убивал их всех. В одну из таких передряг
друзья, когда Визуо избавлялся от ненужного его мусора, Йоичи бросил в него банку из-под напитка, умоляя его прекратить мучать этих людей. Но старший брат просто пнул его, вовсе не принимая эмоции Йоичи. Вот только несмотря ни на что, Визуо никогда с ним не расставался, поскольку хоть существование младшего не давало ему никакой пользы, но старший брат считал его своим имуществом, которое Визуо нравилось держать в руках. Спустя некоторое время общество все еще находилось в хаосе, но постепенно жизнь начала налаживаться, поскольку тот самый светящийся ребенок взял на себя инициативу призыва к миру и безопасности, огромными темпами набирая число своих сторонников. Но вот жизнь братьев так и не изменилась. Визуо все еще убивает и крадет причуды других, однако Йоичи за все это время не стал убегать от него, поскольку искренне верил, что глубоко в душе в нем все еще осталась доброта, ибо иначе старший брат не стал бы спасать слабого младшего брата. К тому же к этому времени Йоичи учился читать, просматривая комиксы про капитана-героя, и удивлялся тому, как же хорошо автору удается передать все эмоции во время повествования, используя лишь рисунки. И ему очень хотелось стать таким же, как этот персонаж комикса, стать героем. Вот только спустя 3 года все изменилось. Йоичи был шокирован, потому что Визуо убил того самого светящегося ребенка, героя общества, лишь потому, что он по ошибке стал первым, кто получил причуду, поскольку ему удалось это первому заверить документом. Хотя при этом, по словам Визуо, за 2 недели до его рождения в Индии были зафиксировано 50 случаев рождения детей со сверхспособностями. И это уже не говоря о самом Визуо и его способности поглощать другие причуды. Поэтому он попросту убил этого светящегося парнишку и забрал его причуду, поскольку он не понимал, как такой человек смог собрать вокруг себя столько людей. Йоичи же задавался только одним вопросом: почему он это сделал? После чего старший брат ответил, что он поступил именно так, как было показано в комиксе, который читал Йоичи. К тому же ему понравились выражения «один за всех и все за одного», считая одинокое противостояние героя пустой тратой времени, поскольку все люди все еще боялись и отдавали все в жертву королю демонов. И отныне это была его мечта — создать мир, где все будет существовать только ради него одного. И именно поэтому старший брат, взяв себе псевдоним «все за одного», убил светящегося ребенка, поскольку завидовал, что такой как он смог собрать вокруг себя столько поклонников. Хотя первым человеком с причудой был именно он. Но также Визуо не забывал о мечте своего младшего брата и передал ему причуду для того, чтобы тот стал героем, который теперь известно как «один за всех». Однако Йоичи не стал больше оставаться с Визуо и решил все же воспользоваться протянутой ему рукой помощи, пытаясь сбежать вместе с Куда. У самого же Визуо побег его младшего брата вызвал недоумение. Все за одного не понимал, почему он убегал, он ведь подарил ему силу. К тому же все за одного не нравилось, что кто-то кроме него находится рядом с Йоичи. И тогда Визуо решил, раз младший брат больше не будет принадлежать ему, тогда он больше ни с кем не будет. После чего все за одного убивает Йоичи. Что же, выходит, Визуо все же любил своего брата, однако так как у него не было родителей, а значит и воспитания, его восприятие любви осталось на уровне маленького ребенка, который не разрешал никому играть со своей любимой игрушкой. Опять же, это глава в который раз говорит о проблемах в обществе. К тому же Визуо был такой же, как и Шигараки, никому не нужен в обществе. Однако у него хотя бы был младший брат, к которому у него была странная любовь. Сама глава была очень даже интересной, поскольку показала нам достаточно подробное прошлое антагониста и даже первого обладателя одного за всех, а также объяснила, откуда вообще появились эти псевдонимы. Что же, ожидаем тогда следующую главу. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. As a boss, you will take the charge. Look at my passion boss. You will take the charge. I'm standing there, what the fuck? Look at my passion boss.